Всем привет! Сегодня я хотела бы порешать с вами тесты для девочек. Для этого у меня есть специальная книжка. Когда я была маленькой, мне было где-то 10-11 лет, у меня была вот такая книжка. И я звонила своей подружке по домашнему телефону, и мы по телефону решали эти тесты. Тут целый сборник. Тут есть различные разделы про характер, про стиль и моду, про профессии, увлечения и тесты про любовь. И я выбрала несколько тестов и подумала, что сегодня мы можем их порешать. Я выбирала, исходя из того, насколько, во-первых, интересная тема, и, во-вторых, насколько легкая система подсчета, чтобы вам было, например, легче запомнить ответы и потом понять, какой у вас результат. Я думаю, что мы можем начать с теста «Стильная ли ты девушка?». Сейчас я его открою. Итак, тут будут вопросы и 3 варианта ответа. Вопросов будет всего не так много, всего 4. И, соответственно, потом будет в конце подсчет по количеству букв. То есть, если больше букв А, то один результат, Б другой и В третий. Так что запоминайте, какие буквы у вас будут. Итак, этот тест поможет тебе разобраться со своими вкусами и образом жизни и стать стильной. После броска по магазинам одежды ты склоняешься к тому, чтобы купить большинство из увиденных вещей, Б. Купить пару наиболее понравившихся вещей и В. Отметить стильные направления, но не следовать им. Ну, я тоже буду выбирать. На самом деле я могу тут выбрать 2 варианта для себя. Ну, ладно. Вопрос номер 2. Какую обувь ты сейчас носишь? А. Туфли на платформе на резиновой подошве без задника. Б. 1-2 пары последних моделей. В. Ни одной новомодной пары. Странные на самом деле варианты ответов. Если в прошлом я могла выбрать сразу 2, то сейчас я ни один не могу. Ладно. Какое из следующих описаний лучше всего подходит для твоего гардероба? Если в моде есть новые тенденции, то у тебя имеются именно такие вещи. Это А. Б. Смесь классических, универсальных и ношенных вещей, плюс несколько модных дополнений. И В. Только универсальные вещи. Так. И последний вопрос. Аксессуары для тебя — это решающее дополнение твоего облика. Это А. Б. Добавление последнего штриха. И В. Пара любимых тобой предметов, которые ты носишь всегда. Окей. Так. Ну, в принципе, у меня прям очень очевидно. У меня почти все В. Сейчас будем читать. Итак, если у вас больше вариантов А отмечено, главное для тебя произвести впечатление. Одежда – это способ жизни. Некоторые осуждают тебя за это. Говорят, что ты ее рабыня. Ты экспериментируешь сразу со всеми модными новинками. А не лучше ли замедлить ход и делать это постепенно? Я считаю, что как вы хотите, так вы делаете, если вам нормально. Больше букв Б. У тебя есть стиль, который мог бы быть твоим вторым «я». Ты используешь одежду, а не она тебя. И даже умеешь приспосабливать под себя модели сезона. Будучи в курсе последних направлений моды, ты всегда четко знаешь, что именно подходит
На самом деле я бы сказала, что у меня сочетание Б и В, наверное. Но если главное комфорт, то я не считаю, что это плохо. Так что не соглашусь. Но в целом, да, достаточно. Ну, с результатом в целом я согласна, потому что комфорт на первом месте у меня, это правда. Так, следующий тест, который мне показался интересным. Ты и твоя мама. Про взаимоотношения с мамой. Так. В этом тесте у нас 10 вопросов уже. И такой же принцип. Больше ответов А, соответственно, один результат, Б, другой, В, третий. Тут еще есть Г тоже. Окей. Ну, то есть уже подлиннее. Итак, я извиняюсь, кстати, за шум, потому что соседи сверху почему-то начали шуметь за весь день именно тогда, когда я стала снимать видео. Почему-то именно вечером. Вот. Итак, первый вопрос. Знакома ли мама с твоими друзьями? А. Она знает всех друзей и подруг. Б. Знает только самых близких. В. Иногда ими интересуется. Г. Ей все равно, с кем я дружу. Так. Второй вопрос. Помогает ли тебе мама делать домашние задания? А. Может посидеть рядом. Б. Считает, что это моя работа. В. Помогает и даже проверяет их. Г. Иногда все объясняет, а иногда у нее нет времени на это. Но у меня уже нет домашних заданий, так что я буду вспоминать, как было у меня. Честно говоря, ну ладно, вот так, наверное. Третий вопрос. Если ты говоришь, что, скорее всего, задержишься в гостях до полуночи, твоя мама А. Попросит обязательно позвонить. Б. Накричит и никуда не отпустит. В. Скажет, что она никогда так не поступала. Г. Предупредит, что она идет в гости. Окей. 4. Как поступит мама, если ты и твоя подруга в ее присутствии крепко выругаетесь? А. Сделает замечание. Б. Всем видом даст понять, что это плохо. В. Пошутит как-нибудь. Г. Просто не заметит. Ну, честно говоря, мне кажется, зависит очень от этой ситуации. Ну ладно. 5. Если ты просишь денег, твоя мама А. Даст, но спросит на что. Б. Может дать, а может и не дать. В. Заявит, что тебе пора работать. Скажет, Г. Скажет, когда пойдешь работать, вернешь. Но, честно говоря, у меня опять ни один из этих вариантов не подходит. Ну ладно. Ты говоришь маме, что мечтаешь стать манекенщицей, а она в ответ: А. Это не для тебя. Б. Надолго ли тебя хватит? В. Это не может быть основной профессией. Г. Я тоже об этом мечтал. Опять ни один из этих вариантов мне не подходит. Почему мама не может просто сказать, что да, все окей, но при этом не так, что я тоже об этом мечтала, потому что моя мама бы так не сказала. Я даже не знаю, что выбрать, честно говоря. Ну ладно. Вот так. 7. Если ты поругалась с кем-то из родственников, она А. Попросит рассказать ей все подробно несколько раз. Б. Попытается тебя с ними помирить. В. Скажет, что взрослые всегда правы. Г. Встанет на твою сторону. Окей. Какая реакция? Это 8-й вопрос. Какая реакция будет у мамы, если она увидит у тебя на пальце дорогое колечко? А. Обязательно выяснит, кто, когда, за что. Б. Заставит вернуть назад. Спросит, не собралась ли ты замуж. Г. Попросит поносить колечко. 9-й вопрос. Ты говоришь, что хочешь уехать учиться в другой город. Мама А. Отпустит, но долго будет причитать. Б. Не отпустит. В. Одобрит на все 100. Г. Попросит тебя еще раз хорошенько подумать.
каждый день, а потом самоучать на год. Итак, сейчас я посчитаю у себя сразу результаты. Так, сейчас это оказалось сложнее, чем я думала. Так, у меня результатов 1, 2, 3, 4. У меня 5 букв А. Раз, два. Всего 2 буквы П. Так, буквы Г. Ой, точнее буквы В. Раз, два, 2 буквы В и всего 1 буква Г. То есть у меня больше всего результатов А. И получается, что первый вариант как раз тоже мой. Мама-подруга. Я буду, может быть, что-то немножко сокращать, потому что тут довольно много текста, но буду основное говорить из предложения. Как правило, мама-подруга интересуется всем и всеми. Она хорошо знает твоих одноклассниц и всегда в курсе твоей школьной жизни. Если к тебе пришла подруга, мама с огромным энтузиазмом примет участие в вашем разговоре и умеет сделать так, чтобы вы с удовольствием с ней откровенничали. Если у нее есть возможность сопровождать тебя на прогулке, то она непременно ею воспользуется. И не надо удивляться, если даже ребята из твоей компании сочтут ее за свою. Иногда кажется, что в этом нет ничего плохого, но есть одно но. Мама менять свою манеру поведения не будет. И как будут складываться ваши отношения, когда тебе будет 20. Поэтому тактично попроси дать тебе возможность бывать с друзьями наедине. Но в целом, да, так и есть про маму-подругу. Но моя мама давала мне возможность быть с друзьями наедине, потому что она хоть и мама-подруга, но интроверт. Как и я, впрочем. Б. Если у вас больше результатов Б, это мама-совесть. Эта мама всегда давит на свою любовь к тебе и на твое чувство ответственности перед ней. Если ты хочешь пойти на дискотеку, то наверняка услышишь, что туда ходят одни хулиганы, и с тобой непременно что-то случится. Потом она заплачет, и ты никуда не пойдешь. Слова «подумай о нас с папой» настолько врежутся в твое сознание, что ты и шагу не сможешь сделать, не посоветовавшись с мамой. Поэтому, когда перед тобой встанет задача принять какое-либо важное решение, может случиться так, что ты с этим не справишься. Вдруг это огорчит мою маму, подумаешь ты, и не совершишь чего-то очень важного. Попробуй убедить ее в том, что по вечерам ты находишься в компании хороших, верных друзей, которые не дадут тебя в обиду. А неспособность к самостоятельным решениям очень навредит тебе в будущем. Что-то какой-то резкий и очень депрессивный контраст после мамы-подруги. Больше результатов В. Это мама-учитель. Это надо делать так, а это вот так. А это ты вообще сделала неправильно. Постоянно твердит мама-учитель. У тебя может создаться впечатление, что все, что ты не делаешь, плохо. Для нее порядок должен быть везде. Дома, в школе, в личной жизни. Во-первых, список твоих обязанностей по дому растет с каждым днем. Во-вторых, отдыхать тебе все равно не придется. Если мама, скажем, двигает мебель одна, примерная дочь должна помочь. А если попробуешь ей сказать, что ее указания мешают тебе жить, то непременно услышишь, что ты ей еще потом будешь благодарна. Конечно, ты должна помогать маме, но напомни ей, что кроме домашних обязанностей у тебя есть еще уроки, друзья, увлечения, поэтому все должно быть в разумных пределах. К тому же жизнь по строгому расписанию напоминает колонию строгого режима, и маленькие отступления от него сделают ваше существование гораздо приятнее. Г. Мама сама по себе. Такую маму можно вычислить так. Она спрашивает, как дела? Ты отвечаешь хорошо, делаешь вдох, чтобы продолжить разговор, но мама уже и след простыл. Она ни во что не лезет и ничем не интересуется. Она считает, что ты должна все решать сама, а для нее главное, что ты обута, одета и накормлена. Вроде обидеться не на что. Ты самостоятельно набиваешь свои шишки, но где-то в глубине души тебе жаль себя. Ты бы и поговорила с мамой, но ее постоянное равнодушие создало между вами слишком большую преграду. Объясни маме, что для тебя важнее всего ее участие в твоей судьбе, ласка и добрые советы. Поинтересуйся сама ее делами, работой, друзьями.
там написано, что это как бы не очень хорошо, а все остальное еще хуже. И нет варианта, просто нормальной мамы как бы тут невозможно. Я еще раз извиняюсь за шум, потому что дети сверху начали шуметь почему-то именно сейчас. Так, и следующий тест, который мне показался интересным, это жанр твоей жизни. Так, жанр твоей жизни. Так, тут у нас тоже 6 вопросов, всего 6. И ответы А, Б, В, Г. Итак, первый вопрос. Ты пишешь сценарий, твой фильм будет длиться А, пока не закончатся запасы бумаги. Б, пока сама не запутаешься в придуманном тобой сюжете. В, пока не стягнет фантазия. Г, пока тебя не покинет лирический настрой. Интересно. 2. В твоем фильме есть сцена встречи матери со взрослым сыном, которого она видела в последний раз еще в детской коляске. Она скажет: дорогой, это дорогой, тебя украла моя соперница 20 лет назад. Б, признавайся, это ты укокошил толстяка Джо. В, только не говори, что я бабушка этих 7 детей, что стоят позади тебя. Г, наконец-то мы нашли друг друга. Третий вопрос. Ты режиссер, от исполнителей главных ролей ты требуешь А, от женщин умение рыдать, не прибегая к помощи лука. От мужчин не реагировать на это особенно нервно. Странные требования. Б, знание всех приемов карате, умение стрелять из всех видов огнестрельного оружия. Но это, как мне кажется, требование к каскадерам скорее. В, чувство юмора и быстрой реакции. Г, фотогеничной внешности и голливудской улыбки. 4. Самый отрицательный персонаж твоей картины. А, красавица внешне, стерва в душе. Б, усатый одноглазый громила в татуировках с протезом вместо ноги. В, маленький коротышка, вооруженный водяным пистолетом. Г, вредный, но безопасный для общества сосед. 5 вопрос. Ты актриса, твоя героиня. А, женщина с трудной судьбой. Б, авантюристка. В, веселая растеряха недотепа. Г, роковая брюнетка. Даже не знаю, что выбрать, честно говоря. Окей. 6 последний вопрос. Ты озвучиваешь финал картины. Перед титрами прозвучит: А, продолжение следует. Б, следствие показало, что. В, ха-ха-ха. Г, они жили долго и счастливо, умерли в один день. Окей. Итак, теперь считаем, сколько букв больше всего. У меня получилось больше всего букв В. Но сначала прочитаем остальное. Если больше букв А, жизнь для тебя — это мыльная опера, и если в ней мало страстей, ты нагнетаешь их искусственно. Больше букв Б, жизнь для тебя — это остросюжетный детектив, в котором всегда есть место борьбе и нет места скуке. Больше букв В, жизнь для тебя — это комедия, которую ты стараешься не воспринимать всерьез. И больше букв Г, жизнь для тебя — это мелодрама, где повороты сюжета зависят только от тебя. Так, и последний тест, который я выбрала из темы любви. Я подумала, что должно быть что-то из любовной темы сегодня. И тест называется «Ты и он». Сейчас мы его откроем. Тут 8 вопросов. И также варианты ответов А, Б, В, Г. И опять же по буквам, по количеству букв результат.
сделать, ведь мы друзья. Г. Он знает, что у меня и так много забот и не ждет особых проявлений чувств. Третий вопрос. Я рассказываю своему другу смешные истории, потому что А. Он считает меня веселым человеком. Б. Мне нравится, как он смеется. В. Я должна поддерживать его хорошее настроение. Г. Я плохой рассказчик, пусть его смешит кто-нибудь другой. 4. Мне нравится говорить другу приятные вещи, комплименты, потому что А. Он тоже будет говорить их в ответ. Б. Это доставляет ему удовольствие. В. Ему это необходимо. Г. Он и без того знает, как я к нему отношусь. Вообще странно, что нет варианта «это доставляет мне удовольствие». Ну ладно. Как будто бы тебе не может просто нравиться самой по себе говорить приятные вещи. Итак, 5-й вопрос. Я дарю другу подарки, делаю небольшие сюрпризы, потому что А. Он оценит это. Б. Это доставляет ему радость. В. Я делаю это только по праздникам. Г. Мне проще отдать ему деньги, чтобы он сам купил, что хочет. Но на самом деле, почему бы и не вариант Г? Ну, то есть, он тут позиционируется как какой-то, как будто бы не очень хороший, но я так не считаю. Окей. 6-й вопрос. Я стараюсь выглядеть привлекательно, потому что А. Он замечает это. Б. Это доставляет ему удовольствие. В. Он ждет этого от меня. Г. Ему не важно, как я выгляжу. Блин, ну, причем это очень странные варианты, честно говоря. Я не знаю, что тут выбрать, потому что ни один из них не кажется мне каким-то прям нормальным. Ну, точнее, ему не важно, как я выгляжу, но это тоже не совсем так. Ладно. 7. Я показываю своему другу, что я его люблю. А когда мне этого хочется? Часто, потому что ему это приятно. В. Потому что он вправе ожидать этого. Г. Это не так важно для наших отношений. Окей. 8. Я готова уступить другу в споре, потому что А. Он уступит в ответ. Б. Уступать ему даже приятно. В. Я обязана это сделать. Г. Это не обязательно. Что это? Не обязательно уступать в споре или что? Не очень понятно. Итак, ну давайте посчитаем результаты. У меня получилось поровну Б и А. И по одному 1В и 1Г. Окей. Итак, А. Ты довольно эгоистична. Отдавай любимому свое время и силы. Делясь своими мыслями и чувствами. Ты непременно ждешь чего-то взамен и больше хочешь получать, нежели отдавать. Но, по-моему, вполне нормально ждать чего-то взамен. Б. В то же время, которое у меня тоже. Это настоящая самоотдача, порождающая взаимность чувств. Ты обладаешь способностью отдавать, не чувствуя себя ущемленной и ничего не требуя взамен. Скорее всего, ты счастлива с твоим другом. В. Твоя самоотдача – это жертва. Ты преподносишь ее как милость с твоей стороны. И хотя подобное самопожертвование может на первых порах привлечь парня, оно небезопасно и может стать тяжким бременем для вас обоих. Г. А любишь ли ты его? Ведь тебе не в радость что-то для него сделать. Ты думаешь прежде всего о себе, о своем комфорте. Непонятно, при чем тут А и Г. Ну, в смысле, я имею в виду, чем они отличаются. Типа, что А, ты просто хочешь больше для себя, а Г тебе просто пофиг. В общем, какие-то такие тесты. Я думаю, что на сегодня